Привет, друзья! Как и обещала, сначала было короткое видео, заставка, где я спрашивала у вас совета, выпускать ли полноценное видео, потому что среди вас очень много новичков, и в ускоренном процессе не каждый из вас понимает, какие действия следуют друг за другом, и где-то нужно действительно остановиться и в реальном времени показать вам, как и что создается. В данном уроке я буду делать цветы орхидеи, которые потом со временем буду использовать при сборке каких-то украшений. Сама еще не знаю каких, но цветочки, такие заготовки получаются облегченные, и вы можете сделать их любого размера и использовать в любых украшениях, либо в любом декоре. Итак, приступаем. Для начала нам нужно сделать плавный переход цвета. Мы будем делать сердцевину цветка орхидеи. Размягчаем пластику. Я взяла желтого и бордового цвета. Здесь я фиолетовый смешивала с 411 номером с бордовым из цернита серии Number One, если кому интересен, как получился этот оттенок. Дальше мы берем в одинаковых пропорциях желтый, лимонный и бордо, и по диагональке делим наш пласт, складываем по диагонали две надрезанные части, и дальше мы сначала прикатываем скалкой, а потом с помощью пастомашины мы делаем пласт с плавным переходом цвета. Я внизу в описании оставлю ссылку о том, как правильно делать пласт плавным переходом цвета и как правильно работать на пастомашине. Сейчас я складываю полученный пласт уже с переходом цвета в такую длинную полоску, чуть-чуть пальчиками ее приминаю, чтобы выровнять края и чуть утончить. И дальше на режиме равном в 1,2 мм, в 1 мм можно, я раскатываю на пастомашине вот такую полоску тонкую, длинную, с переходом цвета. Теперь смотрите, со стороны желтого цвета я начинаю складывать трость, причем складываю ее дугой, чтобы у нас желтый цвет был внутри трости, а вот уже ближе к бордово-фиолетовому мы его будем обводить вокруг трости. Как только у вас начинается бордовый насыщенный оттенок, тогда вы оборачиваете этой тонкой полоской уже всю трость, чтобы в нижней части трости желтый цвет не был в чистом виде, он также был перекрыт бордовой полоской. Теперь трость нужно ужать. Трость мы ужимаем с серединки и плавно передвигаемся к краям. Постоянно приминаю пальчиками для того, чтобы трость была одинаковая по толщине, по всей своей длине. Дальше, когда вы чувствуете, что трость уже мягкая под пальцами вашими, вы ее раскатываете на рабочем столе. Я раскатала приблизительно до 1,5 см в диаметре. Вот на срезе вы видите, какой красивый рисунок получился внутри. Дальше я от трости отрезаю небольшой срез, приблизительно 3 мм толщиной, раскатываю его немножко пальчиками. Вы видите, что желтый у нас внутри цвет получился, дальше идет оранжевый и потом идет у нас уже бордо. Смотрите, я сердцевинку буду вырезать катером. Предварительно я ее раскатала скалкой, чтобы максимально тонко было. Я вырезаю катером, я очень долго искала этот маленький катер, я его нашла, и слава богу, я ссылочку также оставлю в описании на этот катер. Удобно очень им вырезать, не расстраивайтесь, если катера такого нет. Я очень много лет вырезала все это вручную, делала эскиз на бумаге и затем накладывала эскиз бумажный на поверхность пласта и уже по контурам эскиза скальпелем вырезала такие заготовки. Это долго. Если вы планируете часто делать орхидеи, я все-таки советую приобрести хотя бы катер сердцевинки. Это намного облегчит вашу работу. Смотрите, потом стеком, шариком я все-таки утончила края, потому что как бы вы ни прорезали катером, края будут толсто выглядеть. Придаю изгиб также стеком, приподнимаю немножко пальчиками его края, чтобы у нас все части сердцевинки смотрели вверх. Лепестки я буду делать из белой пластики. Это белая глина, обычная серия цернит Number One, 027 номер, без каких-либо эффектов. Здесь я сделала трость. Диаметр трости 1,5 см и нарезаю, смотрите, 3 лепестка более тонких по 2 мм и 2 лепестка более толстеньких, где-то по 3-4 мм. Трость у нас каплеобразная, чтобы лепестки сразу были овальной формы. 3 лепестка, которые у нас будут нижние, они у нас будут овальной формы. Смотрите, я укладываю лепесток на ладошку и стеком вытягиваю сначала вверх
пластику, а потом утончаю края. Лепестки при этом остаются у нас овальной удлиненной формы. Старайтесь, конечно, сделать их одинаковые по размерам. Следующие лепестки я делаю более круглыми. Для этого пальцами я сначала им придаю более круглую форму и стеком уже раскатываю по ладошке так, чтобы лепесток в верхней части был более кругленький. Два таких лепестка, они будут немножко больше, чем лепестки продолговатые в размере, и они будут у нас на передней части цветка. В том же месте я покупала и вайнер. Я оставлю ссылочки. Вайнер как раз орхидеи. И, кстати, я в наборе брала еще лепестки нижние и верхние. Они у меня идут в наборе, но я по старой своей привычке просто уже делаю это все вручную, чтобы контролировать размеры, вернее, чтобы они были разные. И тогда орхидейки можно, сердцевинку я делаю одинаковую, а вот орхидейки можно уже будет делать разных размеров и уже комбинировать. Придаем фактуру всем лепесткам, и дальше я даю небольшую тонировку цветом мадженты. Опять же, ориентируйтесь на сердцевину. Вот какие вы цвета использовали при составлении трости для сердцевины, вот такими цветами лучше тонировать краешки лепестков, теми же цветами пастели, маджента, фиолетовый, можно даже желтенькой. Чуть-чуть по краю проходим и тонируем пастелькой лепестки. Сейчас мы будем собирать цветок. Первые 3 лепестка укладываются как значок Мерседес. То есть мы сначала укладываем овальные продолговатые лепестки, маленькие. Это у нас будет самый нижний ряд. Сейчас вы увидите, почему я называю это значком Мерседес и как укладываются лепесточки. По центру я их стеком друг к другу присоединяю, как бы примазывая, чтобы они в этом месте скрепились. Можно небольшой изгиб придать лепесткам в нижней части. Дальше большим лепесткам круглым я придаю изгиб небольшой стеком в верхней части, чтобы краешки лепестков чуть-чуть у нас поднялись и такой имели извилистый вид, очертания. И смотрите, по центру я присоединяю цветка 2 этих крупных лепестка. Ну и теперь нам осталось серединку. Посмотрите, какая она у нас яркая получилась. Прикрепляем ее по центру, в том месте, где мы примазывали друг к другу лепестки, как раз мы закрываем это место, и в том месте у нас прям как огонь ярко пылает сердцевина. Все, друзья, ставим запекать в духовой шкаф. Время запекания, цветы тонкие, хватит 20 минут при температуре 120 градусов. Ну вот и все. Наши орхидеи готовы. По желанию, конечно, вы можете сделать еще вкрапления маленькие по сердцевинке, но я этого не делала, потому что сердцевинка и так ярко горит, как огонь, и видны все переходы цвета. Я буду рада, если этот мастер-класс поможет вам в вашем творчестве. Я буду рада, если цветы орхидеи у вас получатся, и с помощью их вы сможете собрать свои оригинальные и уникальные украшения. На сегодня это все. Если мастер-класс понравился, жду ваши лайки, жду ваши комментарии, если остались вопросы. Желаю вам неиссякаемого вдохновения и огромного потока творческих идей.